Хочешь сделать первую тату? Сначала посмотри это видео, чтобы не облажаться. Привет, с вами Алекс, и вот 6 непрошенных советов для тебя. Первое. Не спеши. У многих людей, когда появляется желание сделать тату, как правило, глаза горят. И уж очень хочется поскорее начать. Я все понимаю и был на вашем месте. Но тут важно помнить, что тату — это навсегда. И так просто от него не избавишься. Кстати говоря, дай знать в комментариях, если хочешь узнать больше про лазер, чтобы мы сняли видео про него. Определитесь с местом. Важно понимать, что кожа — это не бумага, а тело — это не плоский холст. Оно объемное, существует в трехмерном пространстве. Поэтому от места нанесения зависит то, как мастеру разрабатывать эскиз. От анатомии конкретного места нанесения зависит то, какие у мастера есть ограничения и какие возможности. Определитесь со стилем. Существуют мастера, которые работают в нескольких стилях и работают прекрасно, типа Нат и Ли. Но это скорее исключение из правил. Поэтому важно определиться с тем стилем, который вам интересен, и выбирать мастеров, исходя из этого стиля. Большинство мастеров хороши в одном, максимум в двух стилях и выдают хорошее качество исключительно в них. Подбери мастера по стилю и качеству. Ни в коем случае не выбирайте мастера подешевле. Чем это опасно, мы рассказали в этом видео. Внимательно ознакомьтесь с работами мастера и убедитесь в том, что ее работы соответствуют вашему видению качества. Убедитесь в том, как заживают работы у мастера. Потому что тату — это не то, что вы видите после сеанса, а то, как тату выглядит спустя хотя бы 1 месяц. Если вы не видите зажившие работы в профиле, попросите предоставить их в переписке. Если мастер отказывается предоставить вам зажившие работы или не может их предоставить, это как минимум должно вас насторожить. Сходите на консультацию. Помимо уровня подготовки мастера, важно еще, подходит ли вам мастер по вайбу. Готовы ли вы носить их работы на своем теле всю жизнь? Ведь тату — это своего рода метка. Память, которая должна вас радовать, вдохновлять и напоминать о важных моментах жизни. Спросите себя, вам хочется разделить эмоции с этим человеком? Бывает, что мастера относятся к работе как ширпотребу, торопясь, плюя на качество некоторых работ, которые они делают. Вы же не хотите, чтобы ваша тату была неинтересной мастеру. Вот. И как следствие, плохой по качеству. Подумай еще раз. Сколько раз, Алекс, ты будешь говорить, что тату — это навсегда? Всегда. На самом деле, вам может показаться, что это очевидно. Но как вы тогда объясните мне вот это? На мой субъективный взгляд, лучше вовсе не делать тату, чем делать абы что, абы как. Тату — это про искусство, про самовыражение, про заявление себя этому миру. Вряд ли вы хотите заявить о себе вот так. Поэтому крайне важно принять взвешенное, осознанное решение. И ебануть блэкворк. Это были непрошенные советы по первому тату. Ну а что бы вы еще добавили к этим советам? Пишите в комментариях. Ну а с вами был Алекс. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. До новых встреч. Давай еще. Не, плохо, подожди.